В этом видео я расскажу, какие плюсы жизни в России с детьми по сравнению с Филиппинами и другими странами, где мы жили. Конечно, как и везде, и здесь есть и некоторые минусы, но о них мы поговорим в другой раз. В конце этого видео я также расскажу, почему мы живем в России, а не на Филиппинах. Если вы согласны или не согласны с тем, что я скажу, пожалуйста, напишите в комментариях. Давайте начнем. Привет, ребятушки! Меня зовут Мережин, я из Филиппин. Теперь в своих видео я буду выставлять самые популярные комментарии из предыдущего видео, что бы там ни было. Первый плюс жизни в России с детьми – это детские площадки. Я много раз упоминала об этом в своих видео, о том, как я очень люблю их здесь. Особенно площадки на открытом воздухе. Даже я, уже взрослый, сама в восторге от этих площадок. Они вызывают у меня желание тоже поиграть. На Филиппинах у нас мало открытых детских площадок, и закрытые детские площадки популярнее, потому что играть под палящим солнцем весьма неудобно. Я помню, что в первые месяцы нашего пребывания в России мы каждый день искали новую детскую площадку поблизости. Очень здорово. Второй плюс – изучение русского языка. Русский язык является одним из самых популярных языков в мире. При этом он настолько сложный, что его изучение само по себе сильно развивает когнитивные функции мозга, что я считаю очень важно для развития детей. Очень может быть, что именно из-за сложности русского и китайского дети-носители этих языков чаще всего выигрывают международные олимпиады. Но это не точно. Поэтому у нас никогда не стоял вопрос, будут ли наши дети учить русский язык. Но в будущем, когда они готовы, мы попробуем дать им еще и филиппинский, китайский и испанский языки. Я говорю на 4 языках, кстати. И на русском? Высы, иси, диси, оси, тысы. Третий плюс – много занятий для детей. Это самый большой плюс для меня. Я помню, в прошлом году, когда мы жили на Филиппинах, у нас были проблемы с организацией занятий для детей, потому что у них мало, и большинство из них платные и очень дорогие. И некоторые из них находились далеко от нашего дома. И здесь мне очень нравится, что есть множество различных занятий для детей, которые стоят недорого и зачастую даже бесплатно. И к ним легко добраться как пешком, так и на машине. Музыка, пение, танцы, рисование, спорт и многое другое. Почти все доступно. Когда я была маленькая, у меня не было такой возможности, поэтому я рада, что наши дети могут выбрать то, что их действительно интересует. Если вы хотите показать свою поддержку моему каналу, вы уже знаете, что делать. Поставьте лайк под этим видео, поделитесь им с друзьями, подпишитесь и напишите свои мысли в комментариях. Четвертый плюс. 4 сезона и красивая природа. Конечно, для меня, выросшей в стране, где температура весь год 30 градусов Цельсия, я не могу передать впечатления, которые мы с детьми испытываем, когда меняются сезоны. Очень здорово наблюдать и объяснять им, что происходит вокруг. Я только видела это из книг и телевизора. И здесь они могут почувствовать, как меняется погода. Скорее всего, некоторые из вас будут смеяться надо мной за это, потому что для большинства россиян в этом нет ничего особенного.
5+. Низкий уровень преступности. Я уже говорила об этом в одном из своих видео, где я рассказывала, что мне нравится в России. Ссылка в описании, если вы пока его не смотрели. Некоторые на самом деле не согласились со мной в том, что Россия безопасная. Но, по крайней мере, тут безопаснее, чем показывают в голливудских фильмах. Так как уровень преступности низок, особенно в городе, где мы сейчас живем, я не беспокоюсь о том, чтобы ходить по городу с детьми. И я не волнуюсь, что кто-то отменит у меня телефон, сумку или детей. Ну и все. Да, думаю, все. Нет, подожди, есть еще один плюс. Финансовая поддержка, которую государство оказывает детям. Я удивлена, что мы получаем деньги только потому, что у нас есть дети до 7 лет. И также правительство поддерживает семей, в которых много детей, давая им различные льготы. Я впечатлена этим, потому что на Филиппинах у нас никогда не получали такой поддержки. Очевидно, потому что у нас нет проблем с демографией, как в России, и нет денег на такую помощь. Но это не точно. А что вы думаете о помощи государства семьям с детьми? Напишите в комментариях, пожалуйста. Ну вот, получается 6 плюсов, а не 5. Наконец-то, почему мы живем в России, а не на Филиппинах? Я часто получаю этот вопрос от людей, и ответ на него прост. Мы хотим, чтобы наши дети знали русский язык. Погружение в языковую среду – лучший способ выучить язык. И мы доказали эту теорию несколько раз. Хороший пример – наш сын. Когда ему было 3 года, мы приехали в Россию. Всего 1,5 года назад. И он говорил на английском и знал всего несколько слов на русском, но совершенно не мог на нем говорить. Через 5 месяцев он стал говорить на русском лучше, чем я. Довольно круто. Правда, теперь у нас есть другая проблема. Ему стало легче говорить на русском и не хочет переключаться на английский. Поэтому теперь мне пришлось сделать занятия для школьников английским языком, чтобы у него был повод лишний раз его практиковать. Ладно, в моем последнем видео вы видели моих детей. Многим из вас они нравятся. И спасибо большое за добрые слова. Если вы хотите больше видео с ними или идеи для видео, напишите в комментариях, пожалуйста. Я их все читаю. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Саламат по.